Глава 27. Раху. Планета материализации. Часть 1. Является ли Раху планетой или просто точкой огромной силы, оказывающей особое влияние на космос, решать не астрологам, изучающим планетарные оккультные силы. Махариша Парашара постулировал 12 планет для 12 знаков зодиака, каждая из которых имеет свое собственное характерное значение. Это кажется правдоподобным на основе соответствия. Если существует 12 домов, 12 знаков зодиака, 12 бхав, логично предположить, что должно быть 12 планет, если только нет какой-либо особой причины, по которой это не так. Но в экзотерической астрологии говорится только о 7 планетах. В настоящее время считается, что Раху и Кету были более поздними планетами. А после открытия Гершеля, Нептуна и Плутона они также включены в список, так что общее число их равно 12. Но это всего лишь современное предположение. Согласно астрологии Парашара, существует 7 видимых планет и 5 невидимых. Этим невидимым планетам даны имена Раху, Кету, Тхума, Паривеша и Индрадханус. Все эти невидимые планеты считаются дашаджа, что подразумевает, что эти невидимые планеты являются вредоносными. Но для того, чтобы понять точную природу этих вредоносных программ, нужно выйти за рамки написанных слов, чтобы добраться до центральной сути их существа, а затем проверить обоснованность сделанных выводов для их универсального применения, к которым до сих пор приходили интуитивно. Только путем созерцательного изучения можно постичь скрытые значения невидимых планет, таких как Раху и Кету. Действительно ли эти планеты являются дашаджа или нет, можно решить только при понимании истинной природы и значения этих планет и их влияния на космическое мышление. Необходимо тщательно изучить последствия присвоения какой-либо планете прилагательного дашаджа или пагубной природы. Многие астрологи, как правило, очень небрежно относятся к определению планеты как пагубной или благотворной, в зависимости от того, какое влияние она оказывает. Например, планета, приносящая смерть, обычно считается зловредной или плохой, как и та, которая приносит болезни и нужду. В более широком масштабе жизни, души, охватывающей несколько жизней, эти мелкие происшествия имеют важное значение. В этом случае наше восприятие любой планеты, как хорошей или плохой, показывает наше собственное понимание общей схемы события для эго. Когда мы говорим, что та или иная планета несет смерть, или что это приведет к заболеванию или лишениям определенного рода, это всего лишь констатация определенных тенденций, которые, вероятно, проявятся. Когда мы оцениваем такие инциденты, как хорошие или плохие, это является своего рода оценочным суждением. Такие оценочные суждения не всегда могут быть обоснованными. Когда долго болевший человек издает свой последний вздох, это избавляет его от неприятностей. Когда какой-либо унизительный опыт направляет человека к Богу, такое оскорбительное событие на самом деле может рассматриваться как благо. Таким образом, доброта или зло любой планеты на самом деле зависит только от нашего понимания общей схемы жизни. На самом деле, каждая планета, хорошая или плохая, пытается раскрыть некоторые скрытые качества индивидуума, чтобы он мог на протяжении ряда жизней осознать свою божественность и, наконец, осознать свой собственный атман, душу, и затем начать сотрудничать с божественным планом для мира. Для этого осознания индивидуум должен пройти через солнечный свет и тень. Иногда он должен испытать радость, а иногда горе. Иногда он должен выпить чашку с ядом, а иногда эликсир. Большая часть этих переживаний создается нашей собственной кармой, нашими действиями, бездействием и поручениями. Но все это подчинено главной цели – духовному развитию личности. Какими бы ни были обстоятельства, каждое событие пытается немного приблизить человека к его высшему совершенству, архетипу, цели божественного блаженства – который достигается каждым человеком его собственным уникальным способом, через его уникальный путь радости и печали. Пока они действуют, а человек истекает кровью, планета никогда не забывает о конечной цели, к которой они стремятся. Индивидуальное эго может забыть об этом, но планеты этого не делают. Поэтому даже когда Раху считается пагубным, мы должны понимать это в правильном смысле. С этой точки зрения становится ясно, что планета как таковая не является ни вредоносной, ни благотворной. Точно так же ни одно событие в жизни нельзя считать хорошим или плохим, не связывая его с какой-либо конкретной целью. Когда планета вредоносна, она лишь пытается удержать человека между его материальной жаждой и духовными устремлениями. Так что, когда возникают какие-либо материальные лишения, на протяжении ряда жизни он осознает тщетность мирских достижений в удовлетворении некоторых внутренних желаний, а также бренность всего мирского имущества. Как только человек осознает это, материальные оковы начинают ослабевать, и он начинает вести иной образ жизни. Говорят, что он встал на путь святости, не врите, Марк. Тогда он несет свою карму радостно и стойко. Он упорно движется к своей цели.
В этом упражнении нужно понимать, что погружение в материализм, а затем отказ от него – это одно из условий, которое должно сопровождаться глубокими философскими размышлениями. Такое глубокое размышление о событиях и переживаниях жизни неизбежно следует за переживаниями лишений или изобилия. Это, следовательно, неизбежно формирует второе требование на пути. Переживание событий, за которым следует переживание жвачки, неизбежно взаимосвязано. Оба эти переживания обусловлены субъективным уровнем существования. Первое возникает из-за разочарования, вызванного танхой или жаждой жизни, а второе из-за созерцания. И разочарование, и созерцание – это субъективные переживания. Эти две функции приписываются Раху и Кету. Первое приводит к разочарованию в материальных стремлениях, что приводит к духовному созерцанию. Осознание этого основного принципа, вероятно, привело Сурью Пракаша к утверждению, что согласно классическим авторитетам, таким как Парашара, Гарги, Кальянаварма и так далее, Раху и Кету присущи свойства ухудшать положение человека в заключительной части их периода. Как правило, в это время все планеты и идеи Натива будут носить утопический характер, и результатом этого будут неудачи почти во всех видах деятельности. Это огорчение делается для того, чтобы пробудить духовное сознание, которое становится основной функцией Кету. Раху и Кету вместе составляют единое целое. Один существует только по отношению к другому. Раху и Кету – планеты, склонные к духовности, хотя их методы пробуждения духовности отличаются друг от друга. Обе эти планеты субъективны. Они имеют дело с более тонкими принципами жизни. Обе эти планеты уверены в том, что оказывают свое влияние. Они неизменно достигают своей цели. Возможно, это вопрос дальнейших исследований относительно причин, по которым этим планетам приписывается скрытность. Вероятно, из-за их воздействия на субъективную и более тонкую природу человека эти планеты считаются скрытными. Они оказывают большое влияние на скрытые стороны жизни, чем на внешнюю или физическую сторону. Эти планеты считаются вредоносными, потому что они позволяют человеку обнаружить, что материальные достижения, статус в мире, богатство, здоровье, социальные связи, фактически все формы материального процветания однажды обратятся в прах, и их тщетность выйдет на первый план. Это то, что делает Раху. Его реальное влияние и способ пробуждения этих восприятий различны у разных людей в зависимости от их прошлого и от их индивидуальной природы. Вот почему любое предсказание о влиянии Раху полно подводных камней. Хотя индивидуальные различия будут сохраняться, существуют определенные общие характеристики планеты. Шиварама Айр процитировал ведический гимн, восхваляющий Раху, а профессор Вайдья привел один из гимнов из Смрити, когда писал о Раху, который нуждается в тщательном изучении в настоящем контексте. Эти гимны могут помочь нам немного лучше понять скрытую природу Раху. В ведическом гимне говорится следующее. «Всегда готовый одарить своих преданных богатством и изобилием, дружелюбный и любящий, украшенный сандаловой пастой, цветами и зонтиком, все синего цвета, вооруженный мечом и кожей, восседающий на троне лицом к югу и окруженный всеми ситхами, да будет доволен темно-синий Раху». Смрити наделяет Раху следующими качествами. Полутелый, невероятно могущественный, нарушитель спокойствия Луны и Солнца, рожденный львицей, имеющий огромное тело, похожее на гору из лампово-черного камня, змееподобный, с ужасной пастью и пожиратель Луны и Солнца. Из них можно понять некоторые важные особенности Раху. Древние священные писания единодушно утверждают, что Раху – могущественная планета, представляющая угрозу Луне и Солнцу. Он темно-синего цвета и имеет форму змеи. Он украшен зонтиком и окружен всеми шакти. Эти атрибуты очень особенны, но большая часть их значения останется скрытой, если не попытаться выйти за рамки их очевидного значения. Человек должен понять их значение, подходя к ним на основе имеющихся знаний о религиозной метафизической литературе. Во-первых, следует признать, что Раху является полутелесным, архакая, который признает существование своего двойника. Считается, что Кету имеет особые отношения с Раху, хотя у них есть совершенно разные характеристики. Полезно всегда рассматривать Раху и Кету вместе и делать выводы на основе их отдельных эффектов, но их воздействие должно быть должным образом скоординировано, прежде чем делать окончательную оценку результата. На это также указывает аллегория о том, что две планеты являются головой и телом одного и того же демона. Раху имеет темно-синий цвет. В индуистской мифологии почти всем воплощениям или аватарам благотворных божественных сил от Господа Махадева до Рамы приписывается темно-синий цвет. Демоны окрашены в черный цвет. Синий цвет символизирует универсальность, акашу,
которая является тонкой, сверхчувственной духовной сущностью, пронизывающей все пространство. Во многих оккультных мистериях, связанных с жертвоприношениями, Акаша является всеведущим и всемогущим божеством. Акаша также известна как оккультное электричество, один из аспектов кундалини. Огромная сила, используемая в благотворительных целях, является отличительной чертой всех богов. Исходя из этой аналогии, можно предположить, что влияние Раху в конечном счете будет благотворным для человека, подобно тому, как Господь Шива разрушает, чтобы создать новые формы, а Господь Кришна убивает демонов и разрушает ассурические возможности мира, а Рама убивает великого асура Равану. Точно так же темно-синий Раху разрушает все материальные склонности людей. Раху имеет форму змеи. Символ змеи является основным в индийской оккультной литературе. На основе этой символики можно лучше понять даже огромное значение кала-сарпа-йоги в астрологии. Змея не предназначена для того, чтобы причинить вред кому-либо без какой-либо цели. Будучи всего лишь божественным средством, она кусает и прерывает определенный жизненный цикл человека. Чтобы глубже проникнуть в эту символику, мы должны вспомнить, что Раху описывается не как короткая и ядовитая кобра, а как длинная черная змея, известная как Нага. Между прочим, можно упомянуть, что Господь Будда считался потомком династии правителей Нага, подразумевая, что существовала также династия мудрости, которая правила, излучая просветление. На самом деле, в эзотеризме Нага означает мудреца или адепта. Нага – это имя в индийском пантеоне духа дракона, обитающего в Патала-Локи. Он всегда был мудрым человеком, наделенным необычайной магической силой, и небожители считали его духом-хранителем или богом 5 областей, 4 сторон света и центра. Основная функция Раху – пробуждать духовное просветление, заставляя человека осознать свои неизмеримые скрытые способности. До тех пор, пока это понимание не придет, человек испытывает беспокойство под влиянием этой планеты. Считается, что при определенных условиях эти наги олицетворяют вечность мудрости или саму вечность. Эзотерический процесс космогенеза определяется поляризацией и дифференциацией союза положительных и отрицательных аспектов творения. Нет причин, по которым Раху-Кету, взятые вместе, не следует рассматривать как вечность. Это делает Раху-Кету в высшей степени оккультными планетами, представляющими универсальную, божественную, творческую, вечно активную жизненную силу. Когда змея держит свой хвост во рту, это указывает на материализацию божественного принципа. С астрологической точки зрения это указывает на огромное значение, придаваемое кала-сарпа-йоге. В конце концов, эта йога имеет отношение к окружению всех планет Раху и Кету. Когда эти две планеты окружают все планеты в пределах своего полукруга, считается, что люди с таким сочетанием несчастливы, потому что влияние этих планет при таких условиях погрузило бы человека в более глубокие слои материализма. Несмотря на то, что у них есть множество других удачных сочетаний для выражения своих благородных аспектов жизни, люди, занимающие кала-сарпа-йогой, не смогут преодолеть оковы мирского. Это одна из причин, по которой эту йогу считают неудачной. Вид змеи Нага олицетворяет Раху. Считается очень зловредным, потому что влияние Раху очень пагубно. Всякий раз, когда какой-либо человек страдает от влияния Раху, ему становится очень трудно избежать его последствий. Болезни, находящиеся под влиянием Раху, обычно нелегко поддаются диагностике. Такие недуги с трудом поддаются лечению лекарствами. Раху представляет угрозу для Луны и Солнца. Это утверждение широко распространено. Даже с астрономической точки зрения затмение происходит в определенных отношениях с Раху-Кету. Даже в ведической литературе мудрецы считают, что это явление произошло, когда Сварбхану, который был никем иным, как Раху, поглотил светило. Согласно Айтри Брахману, в каждый день Амаваси Луна входила в Солнце, и это вызывало явление солнечного затмения, которое происходило только в тот день, когда демон Сварбхану пожирал Солнце и Луну, а затем Луна перерождалась, выйдя из тела Солнца. Даже сегодня эти узлы тесно связаны с ослаблением силы этих планет. Это приводит нас к большому раскрытию оккультной тайны, связанной с Раху. Общепризнанно Солнце, Луна и Асцендент очень важны для любого человека. Раху, и если уж на то пошло даже Кету, рассматриваются особым образом в том, что касается их взаимоотношений с этими тремя богами. Дело в том, что поток вечной жизни индивидуума, который на самом деле является аспектом истинного человека или атмана, может быть понят только путем изучения природы и характеристик этих трех элементов во всех их деталях. Когда на них воздействует Раху, это не просто приводит к еще одному планетарному соединению с их особыми правилами интерпретации. То, что это воздействие предвещает, это кармическая ошибка. Это приводит к кармическому возмездию. Так что индивид понимает и ценит
ценность определенных действий, вызванных разочарованием. Когда человек испытывает физические и психологические ограничения, он должен быть в правильном расположении духа, влияние кету, которое всегда сопутствует ему, чтобы начать оценивать особые благословения Бога и использовать их наилучшим образом. Солнце – это атман, душа, тогда как Луна – это психика, астральный проводник, через который человеческое сознание устремляется к атману. Когда Луна находится под влиянием Раху, индивидууму не удается установить какую-либо связь с высшей природой своего существа, со своим внутренним бессмертным правителем. Следовательно, склонность к суициду, амбивалентность, склонность к эмоциональным бурям, сильные симпатии и антипатии становятся основными характеристиками личности. Для таких людей не существует стабилизирующей силы. Точно так же, когда страдает Солнце, это можно считать серьезной катастрофой первого порядка. Грация, царственность, уравновешенность, внутреннее сияние, творческая гениальность, исполнительские способности и другие качества исходят от Солнца. Это происходит потому, что опыт и способности, приобретенные в прошлых жизнях, хранятся на Солнце. При благоприятных условиях эти полномочия предоставляются в распоряжение индивида для его использования. Это его банковский баланс, переведенный на его текущий счет, с которого он может снимать деньги, когда пожелает. Когда Солнце попадает под влиянием Раху, у человека блокируются его прошлые ценные банковские счета. Он лишается своих законных прав. В результате этой блокады божественный цензор перестает действовать. Таким образом, человек, лишенный божественного влияния, становится материалистом, лишенным идеалов и заботы от других. Он начинает наслаждаться своей низшей природой. Божественная жизнь его не привлекает. В день солнечного затмения страдания завершаются. Психика индивидуума погружается в источник, и происходит полное разделение между физической жизнью индивидуума и его духовным аналогом. Таким образом, он начинает свою жизнь с самой начальной ступени эволюции. Это могло бы объяснить новое рождение Луны, подразумевая таким образом очень примитивную жизнь и неразвитую эмоциональную и психологическую природу индивидуума. Вот почему рождение во время солнечного затмения не считается благоприятным. Раху украшен зонтиком и окружен всеми шакти. И то, и другое указывает на могущественный статус, которым обладает планета в оккультной иерархии. Раху могуществен. Существует 6 видов шакти, которые очень важны для эволюции личности. Этими шакти являются пара-шакти, высшая сила, представленная светом и теплом, джьянана-шакти, сила истинной мудрости и знания, ичча-шакти, сила воли, волеизъявления, крия-шакти, таинственный творческий потенциал силы мысли, кундалини-шакти, универсальный жизненный принцип, мантрака-шакти, сила букв, речи и музыка. Многие черные маги, стремящиеся обрести власть над различными силами природы, должны установить особую связь с этим планетарным влиянием. На самом деле Раху – это та творческая энергия, которая должна получить помощь от всех этих сил, чтобы выполнить задачу космического мышления. Центральная субъективная идея в божественном лоне может стать объективной только с помощью различных мощных средств массовой информации. Поскольку эта задача была возложена на Раху, естественно ожидать, что с ней должны быть связаны различные оккультные силы. Эта функция хорошо подтверждается ассоциацией Раху с нагами, змеями, которые окружают Господа Шиву, супругой которого является Шакти. Если Раху должен исполнить волю великого Господа Махадевы, его связь с различными видами Шакти становится обязательной. Из этого следует очевидный вывод, что Раху непременно сделает с человеком все, что ему суждено сделать. Только понимание, знание и сотрудничество могут смягчить негативные последствия Раху. Если лучший эпитет для Раху – земная неудовлетворенность, то лучший способ противостоять этой ситуации – встретиться с ней лицом к лицу и признать ее превосходство, если последствий избежать невозможно. Раху знает тайны Акаши, земли, воды и огня. Так почему бы не сотрудничать с ним и не узнать все тайны жизни, которым он может научить?